казарме царил тот особый холод, не от температуры, а от железной дисциплины. Солдаты стояли ровным строем, блестящие ботинки, застывшие лица. В тишине раздавался лишь тяжелый скрип каблуков полковника Ричардса. Он шел вдоль рядов медленно, смакуя власть. Его взгляд остановился на сержантке Эмили Грей, единственной женщине в подразделении. Она стояла прямо, подбородок чуть выше обычного. В ее взгляде не было страха, и именно это выводило Ричардса из себя. «Думаешь, ты равна им?» Его голос прорезал тишину. Эмили молчала, только сильнее сжала ремень. Это молчание звучало громче любых слов. Полковник резко схватил ее за волосы и поволок к старому туалету. Солдаты, прикованные страхом, не двинулись. Хохот прокатился по строю, когда он окунул ее голову в мутную ледяную воду. Но Эмили не закричала. Она поднялась, мокрая, с тяжелыми каплями на лице, и встретила его взгляд. «Вот твое место», — прошипел Ричардс. Солдаты продолжали смеяться, но постепенно смех стих. В ее глазах горел такой огонь, что даже самые громкие насмешки застряли в горле. Эмили встала в стойку и отдала четкое военное приветствие. «Ваш позор не мой», — сказала она тихо, но услышал каждый. Эти слова раскололи казарму. Полковник замер. Солдаты смотрели не на него, а на нее. Она вышла, и ее шаги звучали так, будто маршировала целая рота. На следующий день она подала рапорт о превышении полномочий. Многие не верили, что осмелится. Но к обеду к ее заявлению начали присоединяться подписи бойцов. Один за другим солдаты выходили из тени, пока к вечеру под документом не стояло почти все подразделение. К вечеру же полковника вызвали к командованию. Ходили слухи, что генерал потребовал расследования. Ричардс пытался оправдываться, кричал о провокации, но впервые его слова не звучали как приговор. Теперь он сам оказался обвиняемым. Через 2 дня вышел приказ. Ричардс временно отстранен от службы. Для солдат это было немыслимо. Еще вчера казалось, что человек его ранга неприкосновенен. Эмили сидела в столовой, держа кружку остывшего чая. Она не улыбалась и не праздновала победу, но те, кто смотрел на нее, видели не усталость, а силу. Она стала символом не потому, что была физически сильнее, а потому что показала, достоинство нельзя втоптать в грязь. Ее история вышла за пределы части. Газеты, письма, рассказы родным. Имя Эмили начали узнавать и вне базы. Она не искала славы, но ее поступок стал уроком для всех. Один голос способен изменить строй молчания. Полковник Ричардс потерял должность, а ее молчание стало началом перемен. Пыль душит воздух аванпоста. На шаткой сцене стоит женщина с мешком на лице.